Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в этом видео вы узнаете, каким требованиям должен соответствовать желающий поучаствовать в лотерее Green Card. Я отвечу на самые популярные вопросы типа нужно ли высшее образование, загранпаспорт, знание языка, какая минимальная сумма средств должна быть на счету, чтобы консул одобрил визу, какие страны принимают участие в лотерее, что делать, если ваша страна в лотерее участие не принимает, и в качестве бонуса на несколько других немаловажных вопросов, так что досмотрите это видео до конца. Итак, поехали! Начну с того, что ответы на все эти и другие вопросы можно найти в иммиграционном разделе сайта Бюро консульских дел США под разделе Diversity Visa Program. Очень важно перед заполнением анкеты на участие ознакомиться с требованиями, которых совсем немного, но им точно нужно соответствовать. Ссылку на официальные источники я, как всегда, оставлю в описании под видео. Давайте по порядку. Первый и самый важный пункт – ваша страна должна быть в списке принимающих участие по состоянию на текущий год. Спешу вас успокоить, практически все страны Европы и СНГ могут участвовать почти каждый год, да и в целом список очень большой и проще назвать страны, которые участие не принимают. Но он каждый год меняется, а потому актуальную информацию необходимо проверять накануне регистрации. Страну могут снять с участия, если за последние 5 лет более 50 тысяч выходцев уже эмигрировали в США. И тут важно понимать, что речь идет не про гражданство, а про страну вашего рождения. Вот список стран, родившись в которых вы, скорее всего, не сможете принимать участие в лотерее DV 2023. Я говорю «скорее всего», потому что даже в таком случае все равно есть два способа, которые, возможно, могут помочь вам принять участие в лотерее. Так, например, если вы родились в Бразилии, которая не принимает участие в DV 2023, но ваша супруга или супруг родился в Польше, принимающая участие в DV 2023, вы можете участвовать по стране рождения супруга. Но если не подходит и этот вариант, то можно участвовать по стране рождения одного из ваших родителей, если на момент вашего рождения они имели гражданство другой страны и, соответственно, были рождены в стране, принимающей участие в лотерее. В общем, этот вариант, как вы поняли, подходит далеко не всем, и тут есть много нюансов. Но, скорее всего, принять участие вы сможете и без таких сложностей, так как участвующих стран, как я и говорила, очень много. Самое важное – это понять, что определяется участие по стране рождения, и в заявке на участие выбирается именно страна рождения, а не страна вашего проживания или гражданства. Второе требование – иметь оконченное образование не ниже, чем high school в США. В нашем случае эквивалент high school – это оконченное среднее образование, то есть 11-12 классов, или техникум-колледж после 9 классов. Естественно, более высокое образование тоже подходит. Второй, так сказать, опция для соответствия требованию в случае, если у вас нет оконченного среднего образования, является наличие двухлетнего подтвержденного стажа работы на высококвалифицированной специальности за последних 5 лет. Со списком должностей, которые подойдут по требованию, вы сможете ознакомиться по ссылке, которую я оставлю в описании. Третье требование – наличие действующего загранпаспорта у основного заявителя. Его ввели всего 2 года назад, начиная с DV 2021. Это было сделано для предотвращения махинаций, о которых я рассказывала в другом видео, ссылка на него сейчас появится вот здесь и в описании. Иметь загран должен лишь основной заявитель, а вот супругам и детям на момент подачи заявки можно обойтись и без него, но в случае победы оформить будет необходимо. В редких случаях наличие загранпаспорта не обязательно. Например, если вы лицо без гражданства по определенным причинам, то, думаю, такие случаи единичны, и рассказывать про них не вижу смысла. Более подробно с этой темой сможете ознакомиться по ссылке, которую я тоже оставлю в описании. Вот, собственно, и все официальные требования, а это значит, что абсолютно не важно, знаете вы английский язык или нет. К тому же не обязательно быть совершеннолетним. Если окончили среднюю школу в 15, значит уже можете принимать участие в лотерее. Неважно, состоите вы в браке или нет и сколько у вас детей. Только 3 основных требования. Все остальные второстепенные и могут повлиять уже не на возможность участия, а на одобрение получения визы на интервью. Да, выиграть в лотерею еще не значит получить визу. Даже заполнив все документы правильно и получив приглашение на интервью, все еще есть вероятность того, что визу вам не одобрят. Консул может отказать, и причин достаточно много, однако все они индивидуальны. Самый главный вопрос, который беспокоит практически всех участников лотереи – сколько денег должно быть на счету, чтобы консул одобрил визу. Как вы уже поняли, среди основных требований наличия определенной суммы на банковском счете нет, и не нужно верить в мифы и сплетни с совершенно разными, непонятно откуда взявшимися суммами на человека, чтобы точно получить визу.
Еще раз скажу, такие требования достаточно индивидуальны и зависеть могут от консула и от остальной картины, которая вырисовывается из ваших ответов в форме DS-260 и собранных документов. Так, например, если вы имеете постоянную работу, а с собой на интервью принесли документы, подтверждающие владение недвижимостью или, например, автомобилем, скорее всего, консул даже не спросит о наличии средств на переезд. Если же недвижимости, автомобиля и работы на данный момент нет, конечно, лучше привнести выписку из банка, и в таком случае чем больше будет сумма, тем лучше. Второй нюанс – проблемы с законом. Если вы совершили административное правонарушение, например, нарушив правила дорожного движения без нанесения существенного вреда обществу, волноваться не о чем. Однако, если вы привлекались к уголовной ответственности за преступление, скорее всего, выдаче визы будет отказано. Но и тут все индивидуально и зависит от тяжести преступления, срока давности, причин и других факторов. В таком случае необходимо собрать все судебные протоколы, документы о вынесении приговора и другие документы, которые более детально помогут ознакомиться с вашим случаем. Подытожив все вышеперечисленные пункты, можно сказать, что если вы не нарушали закон, окончили хотя бы среднюю школу и имеете на руках действующий загранпаспорт, скорее всего, вы сможете принять участие в лотерее, а в случае получения приглашения на интервью при условии верного заполнения всех анкет получите визу. Если у вас остались вопросы или наоборот вы хотели бы дополнить это видео полезной информацией, обязательно пишите в комментариях. Мы всегда отвечаем на них, и под всеми нашими видео можно найти ответы на сотни интересующих вопросов в неозвученных видео, и это делает наш канал еще более актуальным и полезным. На сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.